В этом выпуске мы узнаем, какие бывают виды плоских подач, в чем особенности наскакивающих и тухлых мячей, и как принимать подачу так, чтобы не давать преимущество сопернику. Смотрите этот ролик до конца, и вы узнаете, как принимать подачи так, чтобы потом мучился наш соперник. Поймете многие своих ошибок, почему мяч наскакивает на ребро или валится в сетку. Плюсом научимся визуально определять, что к нам летит. И бонусом в конце видео расскажу про нестандартный прием плоской подачи, который явно озадачит нашего соперника. Меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, которая значительно улучшит вашу игру. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь, мы начинаем. Сколько боли доставляет прием подач? Особенно, когда выходит играть опытный любитель с начинающим. Начинается шоу «Интуиция», надменный взгляд соперника и сложная подача, после которой вообще не хочешь дальше играть в настольный теннис. Мы переигрываем оппонента, но не принимаем 5-6 подач за партию, и встреча ушла. Чувствуешь себя униженным. Проиграл только на приеме. Многим кажется, что это мелочь, а в игре на счет это важнее любого элемента. Это одна из причин, почему ломается вся игра и ничего не получается на счет. Давайте сегодня потихоньку разберем каждую деталь в приеме, а в следующих роликах погрузимся в специфику приема каждой из подачи. Первое, изучим, какие вообще бывают подачи. Есть подачи простые, есть подачи сложные. Простая подача – это когда нет маскировочных движений при контакте, и мы четко понимаем, какое вращение имеется или отсутствует в мяче. Здесь мы успеваем все проанализировать. Сложная подача – это когда соперник выполняет незнакомые для нас движения, сопровождая отвлекающими действиями, поэтому мы не успеваем отследить точку контакта ракетки с мячом. Для каждого сложность и простота подачи разная и напрямую зависит от игрового опыта. Если Вася только встал к столу, для него обычная накатная или боковая подача будет сложная, ведь он еще не знает про вращение. А для Сережи, который уже год активно соревнуется, эти подачи будут подарком. Поэтому наша задача прийти к тому, чтобы все было простым. А это тренировки и еще раз тренировки. Поэтому, когда посмотрите это видео, сходите на тренировку, попробуйте и снова посмотрите это видео. Будет абсолютно разный эффект в понимании. Сейчас будем одновременно изучать само вращение и как и куда смотреть на приеме, чтобы его распознать. Начнем с накатных подач. Это самые первые и распространенные подачи у начинающих. Эта подача является простой. Считается плоской подачей, но есть пару моментов. Здесь зависит от угла ракетки при подаче. То есть во время приема смотрим на ракетку, а потом уже принимаем решение. Если игрок ставит ракетку ладонной стороной в открытом положении вперед, то мяч практически не будет иметь вращения. Будет больше поступательной скорости. Если игрок делает наклон вперед, то мяч получит верхнее вращение, то есть мяч будет лететь с легким ускорением. Если он еще поддернет при контакте, то мяч будет еще сильнее крутиться и быстрее отскакивать от стола. Третий вариант – игрок ставит угол как на срезке. Здесь он также может толкнуть мяч, который не будет крутиться, но будет абсолютно другой по свойствам. Одна подача в 3 вариантах с минимальными изменениями, поэтому всегда смотрим на угол ракетки. Еще 2 параметра в этой подаче – скорость и длина. Я буду все разжевывать, чтобы было максимально понятно. В этих 2 параметрах также важную роль играет скорость подачи, то есть ее энергетический потенциал. Подача может быть длинная быстрая, длинная средней скорости, длинная замедленная. Как говорят на теннисном жаргоне, тухлая подача – это та, которая валится с ракетки. Вылетающая незначительно выходит за линию стола. И короткая под сетку. Их тоже несколько вариантов, но не будем сейчас забивать голову. Переходим к приему подач. Первый вариант – накатная подача с открытого положения средней скорости. Самая простая подача для приема. Мяч летит удобно по траектории и по нему можно спокойно накатить, ударить или сделать топ-спин. Второй вариант – положение, как в первой подаче, быстрая или стремительная подача. Игрок делает сильное толчковое движение, и мяч быстро летит на сторону принимающего. Здесь хитрость в том, что игрок ее чаще подает в противоположный угол нашей позиции или в слабое место. Что происходит? В этот момент игрок пытается сыграть с той же скоростью, как по средней подаче, но не успевает, и мяч втыкается в него или вообще пролетает мимо. Второй вариант – принимающий долго включается, от чего происходит ошибка или идет пассивный прием.
Для приема этой подачи надо быстро выйти с замахом и немного подождать. Мяч подлетит и в этот момент вложится. Рука при этом должна быть в расслабленном состоянии. Если играть сила на силу зажатой рукой, мяч вобьется и бесконтрольно вылетит. Более простой вариант использовать скорость мяча и, не вкладываясь, сыграть в нужное направление. Третий вариант – это замедленная подача. Обычно игрок выходит и сразу бьет, от чего мяч летит в сетку, или в суете не может определить высоту для удара, от чего рука зажимается и не удается также обработать мяч. На этот мяч надо выйти плавно, подстроиться под скорость, спокойно дождаться, когда он подлетит, и выдержать паузу и сыграть. Больше видео, разборов и пояснений смотрите в телеграм-канале, ссылка в описании, подписывайтесь. Второй вид подачи – это когда игрок подает с наличием верхнего вращения. Здесь важно помнить, что мяч ускоряется, и чем тоньше и резче игрок сыграет по мячу, тем будет быстрее ускорение. Плюс надо знать, что если в подаче будет верхнее вращение, отскок будет выше, чем от плоского, и высшая точка отскока тоже будет позднее. Поэтому принимающему часто летит в ребро. Он либо сыграл слишком рано, что мяч не набрал пиковую высоту, от чего мяч летит в сетку, либо неверно рассчитал траекторию, что мяч напрыгнул на ракетку. Разберем первый вид подачи из закрытого положения. Длинная подача верхняя средней скорости. Игрок закрывает ракетку и делает движение, как в прошлой подаче, только придает при этом ускорение. Подача является простой для приема, но в комбинации с плоской заставляет любителей ошибаться. Здесь разница буквально в пару сотых по скорости приходящего мяча и пару сантиметров по высоте. Но этого хватает для ошибки. Что важно здесь сделать? Выставить правильный угол ракетки. Если по плоской мы играли больше из открытого положения, то здесь необходимо накрыть мяч, чтобы погасить приходящее вращение. Если сыграть открытой ракеткой, мяч либо улетит за стол, либо вернется игроку высокий. Данную подачу можно сыграть накатом и топ-спином при хорошей подготовке в наивысшей точке отскока мяча. Верхняя стремительная подача. По исполнению простая подача, но вызывает трудности на приеме. Ее особенность, что она после отскока быстро ускоряется. Часто игрок стремится по ней сыграть сильно в ответ или делает топ-спин и прилетает в ребро. Это происходит потому, что игрок начинает делать широкий замах, но не успевает сыграть мяч в высшей точке, отчего мяч налетает на ракетку. Здесь есть два варианта приема. Первый самый простой. Вращение перевести в скорость, то есть дать мячу взлететь и спокойно сыграть накатом по направлению. Второй вариант, если вы умеете управлять топсом, то играть без замаха и на самом мяче делать ускорение закрытой ракеткой вперед. Третий вариант – наскакивающая подача, самая хитрая из верхних подач. Ее еще называют лягушкой. Хитрость этой подачи – она подается резким и рваным движением по касательной и почти не имеет поступательной скорости. От этого на старте мяч летит медленно. Принимающий обычно в этот момент реагирует на высоту первого отскока и начинает выставлять точно так же ракетку. Но что делает мяч? В момент отскока на стороне принимающего он резко ускоряется и перепрыгивает выше первоначального отскока, и игроку постоянно прыгает на ребро. Спортсмену тяжело адаптироваться под это свойство подачи, потому что эти подачи подают редко, и мозгу трудно понять, что там вначале медленно, а после отскока будет высоко и быстро. Эту подачу рискованно принимать топ-спином, для этого нужен высокий уровень подготовки. Как принимать эту подачу? Мы понимаем, что игрок использует эти подачи. В момент, когда он ее использует, мы делаем полшага назад от предполагаемого отскока и даем мячу немного пролететь вперед. Ведь высшая точка у него будет чуть дальше, и уже в этот момент на паузе играем. У меня это основная подача в арсенале, и по практике скажу, что 90% любителей не могут с первого раза принять эту подачу, потому что они пытаются сделать топс как по обычной верхней, а мяч резко прыгает перед ними, поэтому ее называют наскакивающей. Следующий вид подач – это с имитацией угла под срезку. Ее подают в двух случаях, когда игрок не умеет крутить подачи, поэтому всегда смотрите на все подачи игрока. Чем ниже квалификация игрока, тем слабже вращение в подачах, но не у всех. И целенаправленно, когда игрок делает это либо сочетая с нижней подачей, либо понимает, что игрок просто не может справиться с этой подачей.
Особенность этого мяча, что удар идет под мяч, и от этого он имеет незначительное сопротивление, как мяч с нижним вращением. Поэтому, если просто подставить ракетку, мяч валится. Что в этот момент думает любитель? Что ему подали нижнее. Он берет, режет мяч, а он залетает высоко над сеткой. И потом стоит и чешет голову, думает, что за фигня. У этой подачи есть ключевая особенность. Оно летит ниже, и высшая точка здесь тоже ниже. Здесь используют термин «стелющаяся подача». Визуально она как будто прилипает к столу после отскока, и мяч валится при приеме как будто от шипов. Это чистейший плоскач. То есть, если ее принимать как верхнее вращение или плоскую с открытой ракетки, то с высокой вероятностью мяч упадет в сетку. Начнем разбирать варианты. Стелющаяся средней скорости. Простая подача без вращения, с небольшим давлением снизу мяча. В эту подачу сложнее всего вложить силу и вращение, так как она почти без энергии. Эту подачу можно принять несколькими способами. Накатом необходимо опустить руку больше обычного, ракетка в открытом положении, и в высшей точке делается удар с легкой обработкой. Нам надо сыграть не чисто плоско, а как бы поймать мяч на ракетку и обкрутить его с середины, а не по верху мяча. Топспином то же самое. Приоткрываем ракетку, начинаем движение в мяч, ловим его в высшей точке и ускоряем предплечье, кистью обкатывая мяч. Третий вариант – срезка. Здесь выполняется срезка в виде толчка. Мы ставим чуть острый угол, немного вталкивая мяч вперед. Если хотите все-таки дать нижнее, то можно сделать как с топспином. Встретить мяч под нужным углом и обкатить по нижней части мяча. Быстрая стелющаяся подача. Здесь все сложнее. На реакцию и выход в позицию меньше времени. Здесь необходимо быстро сместиться и подсесть, так как у самой подачи самая низкая траектория и более сильное давление. Мы даем мячу немного вылететь за стол. Даем ему немного пролететь вперед, и в момент, когда начинает спадать скорость, обкручиваем этот мяч. Либо делаем толчковую срезку в шаге от стола. И, конечно, самая противная подача – это длинная, стелющаяся, медленная, или, как еще можно сказать, тухлая подача. Она летит медленно, низко отскакивает от стола и почти отсутствует энергия, от чего мяч после отскока сразу опускается вниз. Любители не могут рассчитать скорость, от этого интуитивно начинают ее срезать, завышая высоко мяч. Какие действия на приеме? Так как эта подача замедляется, то необходимо поймать наивысшую точку на столе и начать движение ногами на мяч вперед. Мы должны поймать этот мяч и протянуть вместе с ногами и добавить мячу верхнее вращение. Либо самый простой вариант – сделать толчковую срезку в высшей точке отскока мяча. И обещанный бонус. Если мы принимаем подачу пройденными способами, а соперник подготовил контратаку со всех флангов, мы можем его выбить нестандартным приемом – боковая срезка. У плоского мяча есть один недостаток. На паузе можно дать любое вращение мячу. Что мы делаем? Мяч взлетает в высшую точку, мы выходим на мяч, ставим кисть боком и легким движением играем по боковой части мяча. Многих это выбивает из колеи. Пользуйтесь! Это был краткий экскурс в прием длинных накатных подач и их разновидность. В этом видео мы разобрали только длинные подачи справа. У нас еще остаются короткие, которые мы с вами изучим позднее. Там тоже своя специфика. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь на Telegram, там вы можете задать любой вопрос, который вас интересует. YouTube канал. Обязательно палец вверх и напишите в комментарии, прием какой подачи вам дается сложнее всего. С вами был Иван Толмачев. До встречи.